общем, то идешь нормально, то местами проваливаешься сильно, то опять нормально идешь. Где дела? У меня обычный поход. Хочу просто отвлечься от городской суеты, ночевать в своем любимом спальнике, посидеть у костра. Правда, ветер сегодня сильный. Вот здесь уже снег растаял на склоне. Это южный склон. На северном склоне снега еще ой-ой-ой как много. Ё-моё! Ну я застряла. Ой, чуть не упала. Тут шишки под ногами. И вот на этом склоне уже снег растаял. Тут могут быть клещи уже. Сейчас апрель. А у нас в апреле еще зима считается в Сибири все-таки. Так что, хотя там, где снег на южных склонах тает, там могут быть клещи. Тем более, что тут кустов много. Вон внизу река, красавица. Я вот хочу встать с такими видами на реку красивыми. Специально взяла гамак для этих целей, чтобы можно было его повесить там, где я захочу. Именно с красивыми видами. Но учитывая, что сегодня такой сильный ветер, надеюсь, мне будет нормально там. Зато будет качать. Я люблю, когда в гамаке меня маленько покачивает, убаюкивает. Ой, уже какашки побольше. Это уже косуля. Ура! Я сняла наконец-то рюкзак. Как я устала. Ну вот, сегодня это мое место отдыха, пристанище на сутки. Здесь такая небольшая вот стояночка есть. Это мы с приятелем ее делали. Но мы хотим, здесь наклон, и ветер сильно попадает. Мы хотим ее вот туда перенести. Но я не знаю, буду ли я это сегодня делать. Здесь поровнее, и ветер меньше задувает. Вообще, смотрите, на этой поляне уже вообще снег растаял. И такой зеленый ковер, мох мягкий. Люблю эту стоянку, это место такое классное. И самое классное — это виды отсюда. Шикарные виды. Здесь очень много копытных, моралов, кабарги, косуль. И вот так они зимой лакомятся. Сдирают кору с кустарников. Весь куст поели. Кстати, многие меня спрашивают, какую защиту я с собой беру в лес. Раньше я брала сигнал охотника, обычный самый. Но и то не всегда, потому что я боялась его, он небезопасен. А сейчас у меня появилась новая игрушка вот такая. Пистолет. Вот такой пистолет. Называется Гват, пускач. Вот. Его можно заряжать как обычным сигналом охотника, так и громом, либо перцовым бамом. Очень классная штука. Вот перцовый бам, он подходит так сюда. Но я не буду сейчас вставлять. А к сигналу охотника и грому есть такие переходники, вот такие специальные. Вот. Накручиваем. И сюда вставляем. Так, у меня вот этот уже использованный, чтобы
что я боюсь, хотя он защищен от того, чтобы выстрелить нечаянно. Вот нужно его нажать, вставить, и вот чтобы щелчок произошел. Вот так. И нечаянно им не выстрелишь. Я первый раз, когда пыталась, я не смогла выстрелить, думала, брак, что ли. Вот нажимаешь, то есть нечаянно не нажмешь. Нужно прям сильный упор сделать, чтобы им выстрелить нормально. Вот. И чтобы горячий патрон руками не трогать, вот сюда пальцем нажимаем. И патрон отскакивает. Здесь есть удобная клипса, на которой можно носить на поясе, за счет которой можно носить на поясе удобно и в любой момент достать. И это не является огнестрельным оружием, и его можно носить без всякого разрешения. Это однозарядный пускач, но у него здесь есть еще дополнительных 2 отверстия, чтобы вставить патроны и быстро можно было заменить. То есть выстрелили, отщелкнули, достали патроны, вставили сюда. Это очень быстро можно делать. Вот такая интересная игрушка у меня появилась. Хлопает так, что аж ухо отстреливается. Классная вещь. Как у меня спальник идеально подошел под подстежку для гамака. Класс. Тут кармашки всякие. Ну, я этот гамак уже много раз показывала. Мой любимый гамак. В общем, начался дождь, ветер еще сильнее поднялся, трепет сильно. Думаю, низко отпустить тент, чтобы так его не задергивало, не оторвало. Вон что творится, это все дождь идет. Мелкий дождь с сильным ветром. Ну и погодка сегодня. Я не стала тент здесь поднимать. О, тут солнышко даже проглянуло. Вот так вот замотала за куст. Здесь за дерево. Здесь тоже за дерево. Надеюсь, выдержит. Вообще, сколько я этот тент проверяла, уже в какие только походы не ходила. Он все выдерживает. И в шквальный ветер, и в ураган я с ним ходила. И где-то на вершине скалы я ночевала. Там вообще гроза сильная была, с ветром тоже. Вырывала с корнем, деревья гнула, а ему все нипочем. Главное хорошо установить, привязать крепко. И все, его может рвать, метать, он все выдерживает. По крайней мере, до сегодняшнего момента. Посмотрим, что будет дальше.
каменный столик. Знаете, я несколько раз, пока тут бегала, что-то делала, слышала как будто бы голоса мужские, потом один раз женские, как будто бы они где-то там перекрикиваются, там что-то там друг друга спрашивают. И я прям четко вот поворачиваюсь, там кричат, потом нет, там кричат. Думаю, блин, неужели здесь люди, неужели кто-то идет? А знаете, потом в итоге я поняла, что это те самые голоса, когда слышишь, когда ты в одиночном походе. Я их постоянно слышу, и сначала ты даже не можешь понять, что это не настоящие голоса. То есть ты прям четко слышишь мужские, там, женские голоса. Но почему-то чаще мужские вот я слышу, хотя и женские тоже бывают. Вот. И ты не можешь слов разобрать, что они говорят. Как не прислушиваешься, ты не можешь разобрать. Они то дальше, то ближе, то тише, то громче. То с одной стороны, то с другой стороны. И ты такой понять не можешь, что где. Сначала пугаешься, потому что ты думаешь, что люди как будто правда пришли или где-то рядом. А на самом деле никого нет. На самом деле это просто голоса, которые ты слышишь. Такие дела. Сейчас сделаю столик и пойду дрова собирать. Рога. О, какашки глухаря. Походу опять дождь будет. Красивая такая река, когда она еще покрыта льдом, но уже оттаивает.
самодельный рожек. Не люблю его брать, потому что тяжелый. Но в этот раз решила взять. Посмотрела, что может дождь будет. Это мыло с бензином разведенное. Сейчас я вот так все помажу здесь. Дрова сырые. Таким ветром дрова будут махом прогорать. Надо насобирать еще дров, потому что потом стемнеет, и по темноте уже не камильфо искать дрова. Воды у меня мало, поэтому надо экономить. Для чая налью нормальной воды и просто еще снег поставлю топиться, чтобы была еще такая. Зубы почистить, помыться. Сюда воду дотащить тяжело. Воды здесь нет. Главное, чтобы не с косулиными какашками.
только не порвись. Так, и куда бы тебя тут придумать, чтобы ты не сгорела? Всякие травы, которые я собираю, чага и апельсиновые корки. Картошка уже чуть ли гореть не начала. Вот. Пока я тут с камерой бегала туда-сюда. Ой, блин. Аж вон угли. Красные. Ну ладно, зато запеклась точно. Ой, обожаю. Я так люблю такую картошечку. Пусть с углями, что теперь. Поджаристо. От костра прям такой жар. О, кстати, кипит, что ли? Точно. Чайник кипит. Опа. И чай подоспел. Хорошо. Ну, картошку хочу съесть, пока горячая. Потом все остальное. Наконец-то я присела. Знаете, в тайге всегда столько звуков. Где-то какие-то шорохи, какие-то трески, звуки странные. И меня часто спрашивают: Алина, как ты не боишься? Не страшно ли тебе? Встречалась ли ты с чем-то сверхъестественным? Мне не страшно. Мне интересно. У меня такое ощущение, что я вхожу в свой мир. И он меня вот так окутывает и обнимает. Еще меня часто спрашивают, как не бояться, как отогнать страх. Но я вот этого вот не могу объяснить, потому что самое главное панику не нагонять. Потому что если паника начинается, то человек, он неправильно начинает действовать. В панике он может натворить еще больше делов ненужных. Короче, я вижу глаз. Вот он на меня смотрит. А это рот. Это бровь. И знаете, такой взгляд какой-то, ну, с хитрецой немножко. Высокомерный. Да? Глаз прям четкий такой.
И на меня так смотрит и смотрит. Все, у меня началось. Я, короче, вижу постоянно какие-то лица где-то. Вот еще одно. Губы такие накачанные. Глаз накрашенный. Челка такая большая. За ней второй глаз. Нос. Такая прическа. Вот такой у меня супер ужин. Картошку я съела где-то час или полтора назад. Теперь я буду есть кукурузу. Но вряд ли я ее всю съем. И у меня тут огурец и перец. И остатки майонеза выдавила. Ням-ням-ням. Вы когда-нибудь обращали внимание на костер? На огонь, который прям рвется из поленьев, как будто бы прям изнутри. И ничто не может его остановить. Ничто, кроме воды. Так же и люди. Ничто их не может остановить, кроме смерти. Ой, как я давно хотела поспать в гамаке. Вы не представляете, какой это кайф. Лежать, покачиваясь. А тут еще весь закроешься, запакуешься и как в люлечке. Хорошо так. Ой. Ой, класс. Пока мне тепло. Но вообще вот этот спальник подразумевает типа до минус 30 в нем можно ночевать. Ну, я в это слабо верю, учитывая то, насколько я мерзлявая. Вряд ли я в минус 30 в нем не замерзну. Вот. И у этого спальника есть огромный минус. Вот эта вот молния, что одна, что вторая внизу. У нее собачка вот эта, она не перекидывается сюда, чтобы
сверху можно было расстегнуть. Это капец какой минус, это так неудобно. Вот, этот спальник я первый раз взяла. Посмотрим, как он меня согреет. Я надела свое любимое термобельишко бренда Росомаха. Вот оно меня точно согреет, и я в этом уверена, проверена уже. Ну и все. Всем спокойной ночи, до утра. Доброе утро, земля. Я всю ночь что-то подмерзала. В первую очередь у меня ноги начали замерзать, и я надела пуховые чуни. Ноги сразу согрелись. Но все равно время от времени сама я подмерзала из-за ветра, видимо. В общем, не думаю, что этот спальник в минус 30 меня спасет, если я замерзла даже в такую погоду. Не то чтобы замерзла, но немного подмерзала, неприятно было. Вылазить все равно неохота, потому что там-то еще холоднее, чем тут. Доброе утро, земля! Сегодня солнечно обещали, но холоднее, чем вчера. Причем гораздо холоднее, хоть и солнечно. Но солнце все равно уже по-весеннему должно пригревать. С утра-то оно вообще не греет, но, думаю, днем будет теплее. Ночью снег, походу, был. А я думала, это дождь. А это снег. Надеюсь, это все растает. Вон еще и примерзло все. Да, может даже и не небольшой минус был. Я думала, это дождь идет ночью, а это снег шел. Горячий, блин. На завтрак у меня кедровая кашка с сухим молоком. И вчера у меня кукурузка одна осталась. Еще кукурузку доем. И чай попью. Девочка, подержишь мои вещи?
бодрит. А. Вообще я начинаю согреваться. Руки и ноги еще немного мерзнут. А самой уже хорошо. Правда, на мне 2 кофты, 2 штанов. Не смотрите, что светит солнце. На самом деле холодно. Ополовники. Как хорошо иметь компрессионные мешки. Такой огромный спальник. Входит вот в такой компрессионный мешок от спальника Situ Summit. Удобно, что гамак убирается в такие чулки. Благодаря этому он становится компактным, не морается и не намокает. Можно на пол бросать. Я его как спальник также складываю, как попало, пихаю.
Самое сложное в таких походах — это возвращаться в гору за камерой с тяжелым рюкзаком. А вот так вот стоит мой штатив. Можно сказать, он висит на ветках. Так что если иногда меня в кадре покачивает, это не кто-то меня снимает, это качает ветер мой штатив. Еще один способ съемки на склоне и при ветре. Вот так я себя снимаю, как я сижу, кушаю. На протяжении всех съемок этого фильма я таскаю вот этот камень туда-сюда, с места на место, помимо штатива. Потому что ветер и наклон здесь сильный. И нужно прижимать штатив. Такие дела.